Что бывает, когда итальянский бренд, оружейный бренд, начинает делать перьевые ручки? И у меня есть что показать для вас. Это Benelli. И это лучшая перьевая ручка, которую я пробовал в моей жизни. И это оружейный бренд. Это очень странно. Сейчас попробую рассказать про это. Вот братья Benelli из Пезаро. Они в Пезаро сделали завод Моторино. Мотоциклы сделали в Урбино. Завод про оружие. И вот очень странно и символично, потому что я живу и работаю в Пезаро, а в Урбино это недалеко. Мы ездили, и студия давала лекции, открытые лекции в университете. Это было просто потрясающе. И вот эти братья замечательные, и вот так завод выглядел на 1967 год. Они никогда не проектировали ручки. Они проектировали вот эту вот другую большую красивую оружейную историю. Как же она ко мне попала? Это тоже интересно. В 2015 году мы работали на колоссальной всемирной выставке Милан Экспо. Вы можете погуглить Милан Экспо 2015, и это было невероятное, потрясающее, огромное строительство. Весь мир приехал туда. Вся эта радость с Экспо происходила в Милане, Италия. И вот большая мапа Милана, и эта выставка находилась вот здесь, на стационе метро Рафиера. За первый день выставку посетило 220 тысяч человек. Открытие это было что-то невероятное. За первый месяц ее посетило 3 миллиона. Вы представляете, что это было за безумие? Мы там работали, мы готовились к этому. Это было что-то невероятное. Было 54 огромнейших павильона. Было 21 миллион посетителей за всю выставку. Было 60 глав государств и правительств. И на русский павильон открытие, праздник приезжал Владимир Владимирович Путин. И очень много различных персон было интересных. Проект русского павильона делал Сергей Чобан. В работе участвовал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Проект озеленения и реализацию его на павильоне России, еще нескольких павильонах делала наша студия. Автор проекта Ольга Москвина, руководитель студии архитектура Пизаджо и Габриэле Филиппини. Главный архитектор студии, и у них учусь, с ними работаю, и это полный восторг. И вынос мозга, и полный восторг. Ну, подробнее Экспо можно посмотреть. У меня в портфолио есть ссылки на официальные видео и некоторые вот эти вот фотки из рабочих процессов. Можно посмотреть, там пролистать до конца, и будет ссылка про Экспо. А при чем тут ручка? Ручка изначально принадлежала одному из строителей, инвесторов нескольких павильонов на этой колоссальной масштабной выставке. Потом он подарил эту ручку прекрасной архитекторессе Лалли. А Лалли, умница-красавица, подарила ее мне. Потому что видела, что я очень много скетчу, что я очень много практикую, и мне нужна вот эта вот радость. Итальянская, безумная, прекрасная радость. А сейчас, я думаю, самая интересная часть, это мы пройдемся с ней по моим скетчбукам. И я буду делать рядом линию с одним типом рисунка, с другим типом, с третьим типом рисунка. И посмотрим, как она практически работает, практически на всей большой моей рисовальной истории. Это любопытно. И первый это скетчбук Art Creation формата А5. Открываем эту радость и смотрим. Послушайте звук. И еще. И звук движения пера. Линия может быть как супер легкая, так и супер тяжелая. Страницы довольно плотные, немножко молочные, и наружу на другую страницу ничего не пробивает. Идеально. Вот, если скетчбук толстый, рисовать довольно удобно. И сочетается с линером отлично. Вот это линер, вот это перьевая ручка. И выглядит совершенно идеально. Эстетично. И даже в чем-то, наверное, совершенно. Побольше, уже А4, но тоже Art Creation и тоже молочные страницы. Намного более бывалый, но с ним сочетание тоже прекрасное. Новенький скетчбук и поработавший скетчбук. Открываем и тестим. Тыдык. Страницы такие же, поэтому я не беспокоюсь, пробьет ли насквозь. И тексты и эскизы выглядят очень стильно. Чтобы разнообразная графика была, постоянно варьирую положение ручки в руке. Вот таким образом ее переворачиваю. Вверх ногами супер тонкая линия. В обычном положении жирненькая. Шур пера бесконечно детализирует свой рисунок. Утонченно и деликатно ведет себя эта ручка.
Такого типа штриха совершенно невозможно добиться ни линером, ни каким другим инструментом. Но, конечно, можно добиться намного более лучшего штриха, если вы используете вот этот инструмент. Это русское перо «Звездочка», и я постоянно его продвигаю, потому что вот самый превосходный инструмент. И вот это, хоть оно и великолепно до невозможности, но все-таки компромисс. Компромисс вот с этой совершенной природой. Немного про штриховку этой ручкой. Если она разложена полностью, колпачок надет на обратную сторону, то когда я рисую, я немножко отхожу вот так вот пальцами сюда и делаю вот такие вот движения. Тын-тын-тын-тын-тын. Очень удобно, очень комфортно. Когда мне нужно сделать более точную деталь, я прихожу туда, вот так, и использую вот такой вот хват. Когда мне нужна супер тонкая линия, я переворачиваю ручку и рисую вот так. Теперь немножко про удобство. Ручка и легкая, и тяжеленькая одновременно. Я не знаю, что это за материал, может быть карбон, кто знает, напишите в комментариях. Ну и плюс алюминий, и такое сочетание. И вот так вот сбалансированно очень ее держать. И вот так вот можно делать. В принципе, можно оценить, наверное, по звуку падения. Вот такая. Я очень люблю этот звук, слушайте. Одевать парадные джинсы, вот в рабочих покажу, как она смотрится. Вот так сидит Бинелли. И так щелк, как обычно. Слушайте. Бум. На карман ложится идеально. Я уже настолько привык к тому, что она все время со мной. Идеально. Вот ничуть не хуже, чем Лами. Хотя Лами в этом отношении просто прям шедевр. Ну, вы знаете и видите, что люблю жестикулировать. Часто это делаю. И как она для жестикуляции. Превосходно. Абсолютно превосходно. Смотрите, держу. Это естественное движение. Естественное движение и по стилю сходится. Вот так вот. Не стыдно в голове сделать. Вот так вот. Больше работай, мозг, прическу сделаю. И прикладываешь. Все на стиле. Вот так. Все на стиле. Все супер. И ничего лишнего. Черный и металлический. Идеально. Абсолютно идеально. Вот так вот ты крутишь. Она достаточно легкая. И вот так ты постучать можешь. И обращаешь на себя внимание, потому что она достаточно тяжелая. Сбалансированная, супер. Крутить ее так особо не умею, но постоянно вот это вот практикую. Нужно на что-то обратить внимание, делаю вот так. Это и стильно, и весомо. И когда нужно быть немножко невежливым, очень удобно ей показывать. Это что-то такое. Видите? Бинелли. Это похоже на ствол. А что у нас с большим форматом для Бинелли? Вот с каким-нибудь вот таким огромным. Это формат А2. Такой. Но так-то все неплохо. Такова. Вот этот рисунок я рисовал Лами, но Бинелли получилось бы лучше. Изящно, знаете, это все изящно и супер точно. Маленький человечек. Тын-тын-тын, улетаем, улетаем, улетаем. Огромный лист. Бинелли и на таком листе соразмерно формату. И более того, оно приносит этому невероятную утонченность. Утонченность, например, проявляется в рисовании таких несоизмеримо соизмеримых прекрасных микроэлементов. Невероятная точность и легкое заполнение масштабного объема. Расходно писать текста, например. Жирной стороной пера, вот этой. Переверну ручку и буду писать вот этим, то получится вот так. Нить. Вот такая разница. Просто перевернув ручку кверху ногами. И еще ручку можно вращать не только вот так, не только вот так, а еще вот поворачивая наполовину, например, поворота пера или на 3/4. Это все нарабатывается автоматически при письме, при рисовании научаешься варьировать вот эту вот толщину пера так, как можно варьировать просто нажатием настоящее перо, звездочка, скажем. Но давайте немножко драматизируем, потому что ну как без драмы, как без драмы. И сейчас я вас в эту драму немножко окуну.
Смотрим другой эскиз этого большого проекта, и вот же оно, характерное. Я рисую водорастворимыми чернилами. Ручка, это водорастворимые чернила. Попала вода, пришла вот такая драма. Тогда как перьевая ручка дает вот такое вот невыносимое изящество и звон формы и штриха. Она также дает и вот такую вот проблему. Я не знаю, как вода туда попала. Работа висела на стене, ну хотя, может быть, я и снимал, и я не знаю. Ну вот то, что есть, то есть. Поэтому осторожны с водой, когда вы работаете перьевой ручкой. Можно сказать про заполнение объемов, потому что лист большой, и там, может быть, мне нужно заполнить или теневые области, или показать направление плоскости. Никакой проблемы нет, получается все очень точно, очень изящно. И с той скоростью, с которой я хочу. Потому что если я хочу закрывать быстрее вот эти области, я делаю вот такие вот более широкие штрихи. Если я хочу утончать мою историю, делать ее более изящной, эстетичной, конкретной, то я делаю сочетание маленьких штрихов. И в силу моего типа графики все это происходит достаточно быстро. Я не убиваюсь на этом. Нет, совсем нет. Такой пейзажно-архитектурный план, вид сверху. Тут у меня сложный составной тип валера, но тоже он набирается довольно быстро. Да, честно говоря, мне пофиг, быстро или не быстро. Главное, что он дает мне результат. А результат мне главное. И вот результат превосходен. Ну, понятно, не потому что я такой, а потому что техника такая. Итальянская школа. И инструмент правильный. Вот в этом секрет успеха. Детализированная история, это, конечно, очень хорошо, но что делать вот в таком случае? Тык-дык. Это тоже сделано перьевой ручкой. И вот такая вот нормальная штриховка валерами. Но вот такие вот интенсивные тени. Что делать с ними? Такую заливку делать вот этой ручкой практически невозможно. Можно набрать штрихи, можно набрать валеры, можно делать вот такую изящную историю. Но вот такую вот плотную заливку, это нереально. Это нереально. Убираем ее. И приходит линер. Вот такой линер, я его обычно ношу, и вот эти вот две истории работают в паре. Мне нужна такая интенсивная заливка. Я беру линер и добавляю тени. Тени работают очень круто, но они работают только если есть вот такая вот уже исходная изящная штука. И тогда на нее грубая штука смотрится очень круто. Настоящее перо может обойтись без вот всяких вот таких вот штук. Пером можно сделать тончайшую, намного более тонкую линию, чем Бинелли. И сделать такую же интенсивную тень, как линером. Но это перо совершенно. Но если я работаю автоматической перьевой ручкой вот этой, то обычно я в паре держу вторую историю линером. Но линер — это подчиненная тема, вот это прима, вот это вот вторичная штука. Тут работа интенсивной тенью становится намного больше. Прям просто намного. Да тут все большей частью построено на работе вот таких вот интенсивных пятен теней. Тогда, конечно, Бинелли приходится немножко подвинуться в сторону, и на первый план выходит вот это в большой части работы. Но работа остается изящной и сильной, потому что она начата с помощью пера. Она начата с помощью Бинелли. И вот это приходит как катализатор вот той истории, которую я заложил в самом начале. По-другому не сработает. Грамотно и деликатно сочетать эти инструменты, то они работают вместе прекрасно. Брутальный линер микрон. Вот он. Также прекрасен. В общем, я рассказал, наверное, половину того, что я хотел рассказать про прекрасную Бинелли. И запарился невероятно. Этот видос я делаю уже сутки. Раньше я на видос тратил час, и как бы мне было нормально. Сейчас я сижу над ним уже сутки. И, в общем, я пытаюсь сделать новый формат видосов и пытаюсь понять, что из этого получится. Как оно мне, вот как оно вам. Напишите в комментариях, как вам зашло, вот все повороты. Мне интересно. Ну, вот, в общем, я думаю двигаться в этом направлении, потому что нужно повышать там качество, там всего вот такое вот. Может быть, YouTube будет наконец продвигать меня. Уж сколько можно-то? Пилю. В общем, вот, про Бинелли это примерно, половину, которую я хотел рассказать. Вот, впечатление от видоса пишите в комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео, мне будет прям приятно. Спасибо. И, наверное, сделаю вторую серию про то, что вот, насколько превосходна она. В общем, вот, думаю, да. Думаю, вот так будет.
В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. И смотрите в описании к видео плейлисты. Можно брать плейлист и учиться таким образом. Включайте, например, там Simple, простые уроки и повторяйте вместе со мной. Я рисую, вы смотрите на экран, рисуете и вот таким образом делаете свою практику. Если вы хотите прям хорошие конкретные уроки, где все прям разжевано, где я секретики даю, секретики вот этой техники. У этой техники есть секретики. Я их потом и кровью просто прям добывал. Из контекста вытаскивал 5 лет, фигачил на итальянской почве, многие штуки узнавал. И сегментировал, вытащил оттуда эссенцию, и вот я показываю это, рассказываю вот эту вот эссенцию в моем курсе Boosty. В общем, если вам нужна дорожка попроще, вот в этот тип графики я его показал. Не весь, но показал. То сервис Boosty. Если нету денег, если много энтузиазма и много сил, браво, берите плейлисты и фигачьте. Если бы 5 лет назад у меня была такая информация, очень бы порадовался. В общем, вот, я надеюсь, вы практиковать, а я монтировать этот клип. Это еще сколько там монтажа, господи, сколько там монтажа. В общем, вот. Спасибо за просмотр. Всем чао-чао. Хорошей практики.